Добрый вечер, здравствуйте, рада вас всех видеть. Сегодня у нас опять серьезный такой эфирчик достаточно, то есть по странам, да, пройдемся еще по странам. Так как я этой темой была занята, то есть достаточно так, сегодня у меня было очень много таких, ну, грубо, видений, скажем так. Я очень попрошу людей, которые не могут воспринимать такие вещи, то есть вообще не смотреть, да, то есть не надо. Потому что очень много негативного, и при том я так посмотрела, то есть я понимаю, что всем хочется светлого будущего, я все это прекрасно понимаю. Такие я эфиры делаю очень редко. Но если уже я делаю, то выплескивается. Да. Друзья мои, не забываем ставить лайки, подписываться и так далее. Итак, смотрите, то есть немножко просматривалось, ну как просматривала, я не хотела, так получилось. То, что у нас будет, сейчас, подождите, до стран я сейчас зайду, я сейчас немножко общую информацию, что у нас вообще за год будет такой. Год таких противостояний, очень жестких при том, то есть когда, ну, как мне показывали, свет с тьмой, да, сходится, как говорится. То есть будут вылазить наружу те вещи, которые мы вообще даже воспринять не могли, то есть которые у нас даже в мозг не вылазил. То есть это все, что связано, к примеру, с массовыми убийствами, с пропажей детей. То есть вот эти вот вещи такие жесткие, очень жесткие, они будут всплывать. То есть с обманом правительства. Мы и так знаем, что обман, но там будут такие жесткие вещи выходить. То есть и все это будет открываться. Восприятие людей будет, конечно, там, короче, в общем, готовимся, 26-й год будет очень сложный, очень. Очень тяжелый, очень сложный, поэтому готовимся к нему. Что у нас еще тут будет? Во-первых, да, обострение конфликтов. Все конфликты, которые у нас сейчас происходят, это одно, то есть они будут еще обостряться, еще будут жестче. И опять же идет такое ощущение, как будто правительство вот отказывается вообще от своих народов просто-напросто, да, то есть вот как кидают в мясорубку всех подряд. Это одно. То есть во многих странах конфликты военные начинаются. Тоже много. То есть я сейчас буду, когда по странам идти, я могу понять там уже, в каких странах это будет такое. Взрывы так называемые. Следующее. Это у нас смена на политических аренах, то есть на жестких. Там в Азии будет очень сильно меняться все, то есть это уже вот, где-то в начале года начнет происходить. Это будет Европейский Союз тоже занят, то есть этими проблемами так называемые, то есть это те проблемы, которые они себе больше сами придумывают, но они будут тоже выходить. Это. Следующее, то есть это у нас, как мне показывали, опять будет, вот это уже в прошлый раз говорил, но еще раз повторюсь, то есть будет много детей, много трупов. Вот с этим да. То есть тоже показывают это. То есть притом дети, которые пропавшие сейчас, тоже будет вот такое вот как обнаружение, куда эти все концы идут. До конца все не раскопается еще в этом году, в следующем году еще будет тянуться это на 27-й, потому что там очень-очень много завязок. Так, еще показывали выход на сцену, то есть вот именно если мы берем такое грубо мировое правительство, да, то есть выход на сцену еще одной какой-то коалиции, то есть неожиданный притом выход, то есть так называемый якобы вот борьба, якобы противостояние против того, что сейчас происходит, против вот именно той политической арены, которая у нас сейчас есть. Мы берем сейчас глобально, да, то есть мы не берем отдельно какую-то страну, отдельные страны я сейчас буду смотреть. Вот это будет. Плюс еще ко всему, то есть это опять разрушение с биржей связанное, то есть там будет. Вот тут у меня почему-то даже с этого года, то есть вот с декабря еще жестче будет, то есть сейчас и так там все проседает. Будет небольшой всплеск вот в ближайшее время, а потом в следующий год опять будут падения. То есть там тоже это все искусственно будет сделано. То есть забирают, как говорится, все, что возможно, гребут. Но еще, чем с одной стороны хорошо, то есть мы будем видеть, кто это делает. То есть как бы у людей все-таки немножко глаза так откроются. Намётки есть, но все равно еще определенное непонимание у людей сейчас есть. Да, там будет уже четкость какая-то вот проясняться. Опять повторюсь, год будет очень жесткий, очень кровавый и очень такой вот именно обостренный весь. То есть он очень там сложно все. То есть это мы берем общее такое. Если что-то еще общее придет, я, естественно, буду говорить. Все равно я по ходу дела какие-то вещи буду смотреть. Да, и еще раз повторюсь, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться. Так, сейчас я открою страны, которые у меня были, чтобы мне не повторяться. Одну секунду.
Так, у нас была Латвии у нас не было, да, насколько я вижу. Хорошо, Латвия. Так, Латвия, вот тут вот обострение тоже военного идет, то есть идет для меня такое, что с границами будет проблема, то есть будет больше закрываться, колючую проволоку ставят, и как будто пытаются отсоединиться где-то, ну, от Евросоюза. Я не скажу, что прям отсоединение, нет. А здесь идет для меня как вот строже все становится. Вот как бы вокруг натягивают. Вы знаете, у меня идет картинками, да, это немножко иногда проблемами, потому что самой надо, как говорится, доходить, что ж там такое. Вот, поэтому есть. И показывают тоже военные бутсы. То есть поэтому может быть какое-то обострение, как раз связанное с военным. Ну, бешеная инфляция и все, что связано у нас с куплей-продажей, с домами связано, тоже там как будто замирание идет. Дальше идем. Вьетнам. Чуть и Словакию пропустила, но сейчас я вернусь к ней. Вьетнам. Продолжение обесценивания людского труда. Это точно здесь идет. Вообще показывают, как кроссовки люди шьют. То есть, но через это выход на более большой рынок. То есть за счет кого-то, ну, как всегда говорилось, да, за счет кого-то вылазим. Сейчас. Границы немножко так тоже волнует. То есть это там тоже какие-то будут, какие-то, ну, не нападения, я бы так не сказала, да, вот как будто, вы знаете, извиняюсь, меряются. И тут я не скажу, что это странно, да, но здесь влияние именно со стороны Америки тоже на Вьетнам будет довольно такое серьезное. То есть там как будто будут пытаться опять их подавить, то есть показывают, как пытаются сдавить. Так, Словакия. Словакия — это у нас тоже вода, то есть вода выходит из берегов, идет, то есть это для меня больше бурные какие-то речки. Слова разрушения старого, то есть, но показывают разрушение старого для меня как больше дома, как рушатся. И больше как уход, показывают, как люди как уходят с некоторых домов. То есть там, может быть, проблемы климатические связаны больше. Так, ну и как во всей Европе, да, падение экономики. Так, Латвию сказала. Италия. Италия — игра политическая, то есть на политической арене, там какие-то скандалы. Так, я не ну, короче, Италия. Показали Ватикан. То есть вылезет достаточно много, связанное с Ватиканом. Это одно, но еще для меня больше как теракт, тоже связанный с Ватиканом. То есть там как бы, ну, показывают, что взрывы, да, но это такое дело. Стрельба. Еще Италия у вас вот как раз будет там не столько на политической арене какие-то смены большие. У вас, вот знаете, вы все равно с криминалом тоже так достаточно серьезно связаны, и вы это почувствуете именно там криминал между собой будет разбираться. Забастовки. Картинка забастовки. Так, ребят, не повторяйте, пожалуйста, да, Словакия была, Латвия была. Дальше идем. Россия была в прошлый раз. Израиль.
Обострение конфликта, то есть здесь идет обострение, притом довольно серьезное. И еще показывают, как люди выезжают. То есть здесь не идет массово какая-то, да, вещь, но идет как люди выезжают. Теперь смотрите, тоже здесь теракты, но здесь самолеты больше. То есть в аэропортах. Дальше идем. Я просто смотрю, что у нас было, что у нас не было. Так, Черногория. Черногория более-менее так спокойно для меня, насколько я вижу. То есть не вижу таких прям больших каких-то вещей, что там происходит. То есть как будто вот, ну, как говорят, богом забытое место, да, грубо. То есть как будто туда не особо так дергается кто-то сейчас. Черногория ничего такого большого не вижу, честно. Бразилия. Скорее всего, как есть сейчас обстановка, так и будет оставаться. То есть тоже больших изменений нету. То есть, скорее всего, так как есть. То есть, ну, как катится, так и катится. Вот так вот. Канада. Тоже обострение конфликтов, но здесь идет такое меж людей, как будто бы, знаете, вот между людьми. А, Давит, да, то есть на людей. То есть здесь у нас налоги новые, насколько я вижу. То есть там идут такое, что канадский доллар пытаются. Инфляция- это, наверное, везде сейчас, поэтому так. То есть инфляция, да, слова. Так, и для меня, то есть как будто, я не знаю, там гейзеры есть или нет, но вот именно какие-то гейзеры, как будто вот прям из-под контроля, извините меня, выходят. Так, еще в Канаде будет какое-то громкое убийство. Очень громкое, и притом тоже известной персоны. Самолет показали, тоже захватывать как будто будут. И еще, то есть здесь у вас катастрофа какая-то может быть, связанная с, поездами. Так, следующий момент тоже вероятность. Это не Канада. Сейчас. Так, там какие-то жуки, то есть с жуками связано, но для меня это, знаете, как вот в вещах жуки, то есть клопы или что-то, вот какая-то такая, типа, эпидемия, не эпидемия, но тоже будет там ходить, как говорится. Так, добрый вечер, кто у меня заходит? Сейчас, секунду. Аргентина. Падеж скота, прям четко сразу же, то есть и притом такой массовый, как я бы сказала бы, да?
Земля трясется. Насколько там землетрясение проходит, не знаю, но мне пока как плиты сдвигаются. И дождя, много-много дождя. То есть вода тоже. Так, сейчас, секунду. Блин, у меня здесь пароль стоит. Молдова была в прошлый раз, в первой части, смотрите. Словакия и Словения абсолютно одинаковые. То есть для меня как ставят равно. То есть, значит, вот как там события, так и тут будут параллельные события идти. Друзья мои, ставим лайки, да, не забываем, пожалуйста, не забываем подписываться и так далее. Пам-пам-пам. Финляндия была у нас в прошлый раз или нет? Секунду. Финляндия была в прошлый раз. Так. Дальше. Туркменистан. Борьба за права человека. То есть здесь идет, что у вас будут вот эти вот манифесты, я не знаю, как они, манифесты, наверное, так и называются, или как эти, митинги. Как митинги идут, да, но при том с военной разборкой. То есть для меня пока как людей водой поливают. Кстати, женщины выходят, то есть поэтому вполне возможно, что женщинами связаны. В стране может быть объявлено как это, строгое, вот, блин, я некоторые просто слова не знаю, как это, как контроль идет, знаете, вот строгий контроль, то есть как постоянно показывают, как, ну, военные почему-то для меня, да, то есть либо эта форма такая похожая, постоянно вот контролируют документы, вот такое все. Так, дальше идем. Блин. Так, Туркменистан прошла. Португалия. Тоже большая вода. Тоже с водой все связано. То есть здесь как остаточный эффект от какого-то цунами именно до вас доходит. Проблема будет с каким-то урожаем. То есть для меня как фрукты показывают, как гниют. Так, больше пока ничего не вижу. Канарские острова раскачивают. Могут быть, в принципе, как землетрясение, да, то есть и тоже, вот знаете, как вода, вот как в блюдце вода, то есть и вот это раскачивается. Внутри как плавает что-то, как говорится, как остров. Так, у вас будет очень большой там вот это, наверное, скорее всего, первое полугодие, потому что идет такое, как огромная какая-то авария. То есть как много-много машин и горят. И тоже леса. Ну, вот именно что пожар. Так. Отдельно я не буду, да, смотреть эти именно земли, я имею в виду вот США или что-то. Я могу США так посмотреть. Было, но нет. Сейчас, секунду. Там вообще будет весело. Сейчас, секунду, я посмотрю. Нет, США не было. Так, смотрим. Смотрите, в принципе, если мы берем климатическое, практически то же самое все. То есть то, что и в этом году, то есть это ураганы у нас, какие-то сильнейшие ураганы, где-то как в начале, там, ну, к весне.
туда, да, для меня как сильнейший ураган какой-то идет. Торнадо, вот эти вот вещи. То есть очень мощный какой-то, вообще говорят, там 200 с лишним километров в час. Тоже противостояние коалиции, но оно всегда было. Так, и еще, с одной стороны, будет усиление на другие страны влияния США, с одной стороны, но при этом будет вытаскивать как из клубочка нитки. То есть будут по отдельности, как бы, грубо говоря, кого-то вылавливать. Да? Вылавливать, я имею в виду политическую арену, сейчас мы берем. То есть как бы найти козла отпущения. Будут кого-то вот вытаскивать, показывать, вот он нехороший, да, этот нехороший. Как бы опять же людям глаза замазывать, то есть находить козла отпущения для того, чтобы свалить вину. То есть здесь у нас связано с финансами, и вот здесь вот как раз кровавая, да, то есть кровь. То есть все, что связано у нас с военными действиями, это у нас опять же вот это вот с детьми связано, там будет, блин, столько про детей, насилие, какие-то жертвоприношения, то есть это все будет как раз оттуда идти. То есть вот эти вот, ну, будут, я говорю, находить козла отпущения. Поэтому, пожалуйста, всегда прислушивайтесь к тому, что говорят, да, думайте немного своей головой. Да, проблемы на бирже, это я уже вначале сказала, но это массово идет. Взрыв здания, тоже высотное здание какое-то, и вот взрыв. А, и даже это как козла отпущения ищут. Так, это у нас высотка, но это, скорее всего, Вашингтон. Я так думаю, я могу ошибиться, потому что я там не была ни разу, не знаю. Но это не Нью-Йорк, не похоже на Нью-Йорк. Так, следующий момент почему-то показывают статую свободы, и как будто она разрушается. Запах серы, жесткий запах серы. Ам, я так думаю, что с каким-то химзаводом связанное. То есть тоже могут быть проблемы именно с химзаводом. То есть как выброс. Идем дальше. Франция. Смотрим, была, не была. Франция была в прошлый раз. Давайте я перечислю то, что было в прошлый раз. Смотрите, Армения, Австралия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дубай, Эстония, Испания, Ирландия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Колумбия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Татарстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия и Шотландия. То есть это все, что было в первой части. Так, я единственное могу сейчас вот по поводу России добавить, да, тут такой момент, кроме того, что я там видела кровь и все остальное, там очень много будет тоже с военными действиями связано, но здесь еще другое. То есть ваш вот этот вот, ой, блин, у вас, короче, опять будет землетрясение довольно серьезное, где-то так, наверное, около 7-8 баллов, то есть очень жесткое такое будет. И для меня бурлит, то есть это эм, ну, как вулкан бурлит. Туркменистан была, Греция. Греция не были. Сейчас смотрим. Тоже политика. То все политика. Так, смотрите, политика- это одно, но здесь показывают мне, как, знаете, как, делают из Греции какие-то склады, связанные больше с военной техникой. Такое вот. То есть я не вижу военных действий каких-то, да, а вот именно с техникой связано, как будто стягивают туда. Больше ничего.
И, друзья мои, еще раз повторю, ставим лайки, не забываем, и не забываем подписываться. И еще раз, кто у меня такой очень чувствительный, пожалуйста, да, не смотрим, во-первых. А во-вторых, то есть, поверьте мне, я не читаю сейчас комментарии от слова совсем. Если вы там пишете очень много гадости, очень много, то есть это, знаете, я понимаю, что не хочется все это слышать, но редко выхожу с таким. Португалия была, Украина. А вот еще Украину тоже задену. Смотрите, у вас там будет тоже там на политике все это связанное. То есть для меня какие-то очень большие перемены, связанные с властью. То есть это одно. Следующее, это да, с электричеством у вас проблема будет, но я уже когда-то говорила, мне сегодня напомнили. Ребята, ваше электричество воруют свои же. Жестко, да? Израиль был. Сейчас, секунду. Латвия, Литва, Эстония были. То есть на прошлом было одно, сегодня я добавила. Так, сфера вулкан, может быть. Может быть. Я говорю, потому что мне же не кино показывают с титрами, что это, где это, поэтому мне немножко сложновато в этом плане. Сербия. Картинка будет красивой, я бы так сказала. То есть вот именно красивой. Но ужесточение тоже идет, проволока вокруг колючая, ужесточение границ такое серьезное достаточно. Вот опять же, картинка одно, а с другой стороны показывают разрушенные дома. То есть это проблемно все равно будет. То есть люди не то, что попытаются уезжать, нет, а как будут бороться, скажем так, с бедностью. Загоняют людей в угол капитально. Сербия тоже будет, кстати, смена там власти. То есть не кардинально какая-то, а вот как будто людей меняют постоянно. Дан приказ сверху, вот такие вот слова, поменять. Бельгия. У меня, в принципе, я бы сказала, спокойная страна в какой-то степени, но здесь показывают, тоже могут быть в школе. Кстати, опять в США закину. Сейчас, смотрите, Бельгия, сейчас договорю. То есть это как теракт в школе. Вот такой вот, то есть там у вас может быть, да, но это для меня больше подростковый какой-то момент, то есть не маленькие дети. И теперь в США закидывают. США прям будет ярко в этом плане на следующий год. Связано все, что со школой и именно тоже, знаете, вот эти перестрелки в школе. Прям будет вообще. То есть у вас так там это время от времени появляется, а тут прям массово как будто. Так люди с ума сходят. Вот я бы так сказала. Люксембург я особых изменений не вижу, честно вам скажу. То есть там как будто как шло, так и идет ровненько. Греция была, Латвия была, Швайц. А Швайц разве не был в прошлый раз? Смотрим. Так, Швейцария. Нет, Швейцарии не было. Особо там ничего, людей так не заденет какие-то вещи. Да, инфляция, ну, как-то медленно, то есть как-то они пытаются тормозить это дело. Единственное, тоже укрепление границ идет. Изменение в кодексе будет по правам человека, там будет что-то меняться, то есть в законах у вас будет смена. И что-то точно так же связанное с армией, тоже какая-то, как закон о армии, да, но он какой-то измененный будет, что-то добавлять будут. Кипр качать будет. Во-первых, большое количество притока людей, как попытка ограничить именно это движение, да, вот это одно.
Ой, там цены будут на недвижимость бешеные, прям как взлетят, еще больше будут. Ам, честно, ничего не вижу. Тоже какой-то пожар, но он небольшой, как быстро устраненный. Так, дальше идем. Ой, сейчас, секунду. Англия. Англия, гнездо какое-то осиное разворошат. То есть не в прямом смысле, да, вот как раз вот здесь вот с какими-то жертвоприношениями, потому что мне прям показывают стол, и там человек. То есть будет как вот тоже какие-то открытия, но то это не все. То есть вот здесь вот в этот год он будет такой, что вот как по ниткам, говорю, вытягивают, да, вот это вытягивают. То есть, но тоже громкое дело будет достаточно, связанное, скорее всего, с правительством. И вот, ну, мне показывают корону. Наверное, это вот с королевской семьей. Выплывут определенные. Так, я повторяю просто слова сейчас, потому что саму картинку сейчас не вижу. Выплывут. Блин, секунду. Подробности убийства. Выплывут подробности убийства, и тоже у вас какая-то известная персона, но это для меня больше звезда. Тоже будет там попытка. Да не, убьют кого-то. Какая-то звезда известная. Суицид еще будет, тоже какой-то известной персоны. Блин. Насчет катаклизма у вас. Слушайте, вообще показали, что как будто Лондон весь воняет. То есть это как сточные воды, наверное, подъем, что-то там какая-то проблема будет с этим связанная. Достопримечательность, которую попытаются уничтожить. Но это не Биг Бен, то есть я не вижу эти часы. Там что-то как будто рядом еще. Так, Швейцария сказала, Англия сказала, Латвия была, Бельгия уже, по-моему, была, прошлась я по ней, нет. Бельгия, да, была. Вьетнам в самом начале был. Латвия, опять повторяйтесь, Греция была, Турция. Ну-ка, смотрим, Турция была или нет. Турция была в прошлый раз. Израиль был в начале, Италия была, Латвия была. Еще раз, ребята. Хорошо, Лилечка. Хорошо, моя хорошая. Вьетнам был. А что, у нас все в Вьетнам едут массово? Новая Зеландия. Новую Зеландию я всегда называла рай на земле. Кто-то считает это Бали, для меня это Новая Зеландия. Потому что у вас таких больших прям передряг каких-то страшных не будет. Ну, извиняюсь, у меня все зависло опять. Польша, Украина, Латвия, все были в прошлый раз, да, Света права. Малайзия, сейчас, потому что Малайзия мне прям сегодня в голову приходила. Вот Индонезия и Малайзия, они для меня как разрушаются эти памятники, вот как будто скульптуры разрушаются. Это вот, наверное, первое, что мне сегодня вообще приходило. И с рыбой что-то связанное, то есть как гниет, как порченное. Еще показали вот именно Малайзия, как люди лежат, то есть может быть какая-то эпидемия. То есть как вот на больничной койках люди лежат. Казахстан был в прошлый раз. Абхазия тоже, по-моему, в прошлый раз была.
Нет, Абхазия не была. Слова тоже обострение конфликта. То есть это междоусобные конфликты, обострение. Блин, тоже столько крови. Так, в Абхазии может быть какая-то катастрофа. Самолеты, тоже самолеты. Смотрите, но здесь идет такое, как будто, знаете, как неправильно пути выбраны, то есть им как будто говорят неправильно что-то, как сталкивание идет. Падение. Кыргызстан. Вас не было, смотрим вас. Кыргызстан, вот вы тоже огромный, да, скажем так. Для меня как завод, то есть большая авария на заводе. Я не знаю, у вас есть там металлургический или нет, потому что, ну, я вообще не знаю, да, вот этих вещей. Вот здесь идет для меня как вот литейное что-то, там может быть катастрофа, то есть как авария большая. Но уже какой-то взрыв, окна вылетают. Это дом больше показывает, такой многоэтажный. Пока картинки нету больше никакой. Еще раз смотрите, то есть это я сейчас говорю такие вещи, вполне возможно, что придет какое-то время, там месяц-два, и я буду еще что-то добавлять. Узбекистан был в прошлый раз. Так, Абхазию я уже сказала. Сейчас, секунду, потому что у меня тут не двигает. Да, блин. У нас сегодня интернет вообще, это кошмар какой-то просто. Беларусь была в прошлый раз. Кипр я уже посмотрела. Азербайджан был в прошлый раз. Исландия тоже, по-моему, я в прошлый раз говорила. Там я Ирландию говорила, не Исландию. Ничего особенного. Может, какие-то передряги идут, но это не так, чтобы прям вот заголовки гремели об этом. Нет. Там идет, слушайте, с пропажей ребенка что-то будет. То есть, как показывают, большое самое такое, что пропажа ребенка. Картинка прям. Место должно быть где-то вот лес с водой. Так. Швеция. Швеция тоже более-менее спокойно, но здесь будет такой небольшой как бы инцидент, почему-то заражение земли, слова. То есть, но он небольшой. Инфляция также будет расти, как и везде. Авария, да, но авария здесь у меня как большие траки идут, то есть вот ЛКВ, да, у нас называется, я не знаю, как они, ну, большие, короче, грузовые машины, и вот они как большая какая-то авария будет прям гореть, показывают, горят. Армения была в прошлый раз. Блин. О, у меня перескочило как сильно. Сейчас, секунду.
Россия, еще раз повторюсь, я уже вначале сегодня сказала, и в прошлый раз тоже была. Отдельно не буду смотреть. Бежать некуда. Знаю, Раис, что бежать некуда. Там некуда, там всем некуда бежать. Прошлый эфир можно посмотреть в Ютубе, точно так же там, где Ляйфы стоит, то есть там. Так, Кыргызстан посмотрела. Секунду. Иордания. Сейчас, секундочку. У вас как будто попытка, что у вас куски какие-то забрать. Это тоже военные конфликты. То есть, как знаете, как границы показывают, волнуются. И сейчас такой момент был, люди с оружием на улице, как перестрелки. Так, сейчас еще к общему скажу. То есть, смотрите, еще на арену выйдет, скажем так, какая-то группировка, но это для меня как террористическая. Знаете, громко в грудь себя бить будут. То есть будут брать какие-то ответственность за какие-то теракты на себя. Но я не знаю их еще, то есть это не те, что были раньше. Мексика. Мексика. Здесь идет заражение именно полей. То есть полей именно, вообще как будто это кукуруза, что ли. Вот как паразитами. Интересная страна. Она вроде бы и яркая, да, кусками так вот, ну какая-то вот с одной стороны вроде бы и беднота, а с другой стороны очень такая яркая. Так, в Мексике тоже с политической арены. Блин, все политика, политика идет. То есть тоже какая-то связь там будет. Теперь смотрите, ну ладно, там с наркотой и так остальное мы все это знаем, как это там есть. Но здесь, слушайте, еще такой больше глобальное, да, еще какой-то наркотик выйдет на рынок, какой-то жесткий. То есть, и почему-то мне это связано с Мексикой, наверное, с той стороны все-таки там что-то придумают. Болгария была в прошлый раз. Албания тоже, по-моему, в прошлый раз была. Сейчас. Нет, Албании не было. Странно. Окей, смотрим Албанию. Ой, сейчас я про Китай буду говорить. Сначала Албания. Так, Албания. Вот у вас будет определенное развитие, да. То есть оно будет мелкими шагами показывать, но, кстати, вот вы как будто будете отделяться, да. То есть вот в Европе вы будете как, я не говорю отдельное государство, но как будто стараться будете у себя в государстве все решать. То есть эти вот проблемы не выносить, как говорится, мусор далеко. Показали воду, то есть здесь могут быть отравления воды, но совсем немножко. То есть, но здесь показывают именно как озеро, что ли, большое. Там что-то как найдут. Конфликты, да, но они не грандиозные, спокойно достаточно.
Мгм. То есть Албания так более-менее окей. А, Раскачка идет. Тоже может быть какие-то землетрясения, то есть показывает, что земля качается. Так, все вроде здесь. И, друзья мои, ставим лайки, не забываем, да? То есть подписываемся и так далее и тому подобное. Сейчас Китай. Сейчас все внимание будет приковано именно к Китаю, потому что там будут очень грандиозные события происходить. То есть я не говорю о том, что будет прям смена власти грандиозная, но к этому будет подходить. То есть там как будто попытки, да, вот борьба за власть идет очень мощно и попытки. И вот как раз через Китай будет показана для меня связь вот этих всех стран, якобы, которые между собой, грубо говоря, воюют. То есть один будет падать и всех будет за цепочку тянуть. То есть это у нас США, это у нас Россия входит туда, это у нас Европа туда входит, то есть вот эти вот вещи. Здесь вот, опять же, вот с людьми, с уничтожением людей будет очень много связано. Это у нас с убийствами. И опять же, вот это вот, как будто все это связано между собой. Притом, я говорю, как Китай это является той вот пусковой, как он начнет, там начнется вот эти вот массовые какие-то движения, и начнут одно за другим вытягивать. То есть потом начнут немножко попритихнет, потому что начнутся вот другие страны туда начнут вплетаться. То есть Китай у нас такой сейчас будет ключевую роль играть, очень большую, именно в том, чтобы показать. Нам будут сейчас показывать прям очки быстренько все снимут, фиолетовые, розовые. Еще несколько громких убийств тоже в Китае. Жестких. Тут как у нас, знаете, как вот пытаются убрать с дороги тех, кто не нужен. Вот здесь тоже и с политикой связано, и, я так понимаю, потому что звезды, да, скорее всего, это с какими-то звездами тоже связано. То есть, кроме того, что сейчас там происходит, будет еще круче, еще будет бурнее. Но опять же, одно потянет одно за другим. Они тут очень многие страны будут из-за этого задеты. И опять дети, 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 дети. Все время детей показывают, убитых, мертвых, органы. Так, тоже еще Китай. Громкое дело, опять же, с мертвыми связано, но мне... Слушайте, наверное, вот эти вот выставки по всему миру, которые есть, да, вот мертвые тела-то выставляют, вот их либо закрывать будут, потому что что-то там такое найдут. То есть как будто вот как это не подписанные контракты, когда люди свое тело отдают, а там как будто вот забирали, воровали людей, что ли, вот для этих выставок. И это по всему миру одним за одной будут какие-то проверки. И тоже Китай центральная фигура, то есть он как будто вот это все, из-за него начнется это раскрываться все. Так, Болгария была, Доминиканы, по-моему, тоже же были в прошлом, по-моему, эфире. Египет. Египет, нищета — это одно, но там всегда тоже такое разделение было. Это так и остается. Вот там будут какие-то климатические такие вещи происходить, то, что не свойственно Египту вообще. Как говорят, среди лета снег. Но в Египте и обнаружат ископаемые какие-то, то есть там, что новое. Показали камни, да, но это не говорит о том, что это именно какие-то камни будут драгоценные. То есть это говорит, что ископаемые, как вытаскивают. И еще какой-то там найдут, то ли гроб, то ли что, ну какую-то мумию. Прям совсем как будто в песке. Узбекистан был в прошлый раз. За Кубу волноваться.
Слова Богом забытая земля. Извините меня, что это говорю, но это слова такие. Туркменистан был. Египтен habe ich schon. Да, Люксембург был. Монако. Знаете, какая картинка была? То есть это вот как вот Монако же считается, что богатая, да, страна якобы, якобы. Что туда съезжаются все вот эти вот звезды и всякое там, вот эти вот миллиардеры и все остальное. А здесь показывают, как будто быстро чемоданы собирают. Тоже события могут какие-то происходить, что оттуда люди поедут. То есть, ну как будто группируются. Но это все с деньгами связано здесь. Так, больших каких-то изменений в Монако я не вижу, не показывают. В Монако тоже может быть, но это не теракт. Ну, в принципе, можно сказать и так. То есть вот, как знаете, как пугают. То есть там я взрыва прям не вижу никакого, да, а вот как пугают, вот именно какой-то большой отель высокий, и как, людей просят оттуда уйти. То есть как что может быть какое-то предположение. Швеция уже говорила, Уругвай, по-моему, тоже говорила. Азербайджан был. Не забывайте, что есть еще первая часть, да, то есть где все прописано. Теперь Сербия тоже уже была. Повторюсь, после эфира, когда вы заходите вниз, там слова такие стоят «миар», либо, по-моему, «посмотреть дальше», кажется, это на русском, у меня на немецком все стоит. Вот это вот стоит. Просто нажимаете, там стоят страны, и прям вот тайм-коды, все там есть. Также это в первой части. И здесь тоже будет после эфира такое. Так, Индия, сейчас еще, подождите, я гляну, была Индия или нет в прошлый раз. Индия не была. Так, Индия. Здесь мне уже когда-то ее показывали. Там для меня как этот вирус. Вирус и тоже как, ну, извините меня, массовый падеж людей. Индия здоровая, потому что тут показывают, да, и где-то потрясет, и где-то там сходит, как для меня, как с гор сходят эти оползни такие. Недовольство людей, то есть это тоже как выходят на улицу, знаете, ну вот бедные, очень бедные, как выходят на улицу и такие вот бесчинства, как бы назвали в газетах, происходят. То есть я бы сказала, в Индии, наверное, все как всегда. Потому что там, по-моему, всегда было. Италия была. Блин, опять перескочила. Так, друзья, мы сейчас будем потихоньку закругляться, потому что головные боли ужасные. Болгария была. Латвия была. Смотрите, первая часть подписаны, там какие города были, и сейчас во второй тоже будут подписаны. Португалия была, да. Австрия была в первой части. Германия тоже была в первой части. Финляндия была, Вьетнам был, Азербайджан был. Пакистан. Володя, ну надо тебе? Пакистан. Военные, тоже военные конфликты. То же самое. Как расстрелы. Люди с оружием бегают. Мгм. Польша была уже, да. Блин, не могу. Так, Крым это не страна, Греция была.
Так, смотрите, то есть пока я закругляюсь, еще раз повторю, ставим лайки, не забываем подписываться. Война Индии с Пакистаном. Вот здесь, ну, здесь идет такое, что да, Пакистан, военные эти. Сказать, что прям будет война, нет с ними. Нет, между ними не будет. То есть будут какие-то конфликты, перебрасывания опять идут. То есть вот такой вот, ну вот именно вот что грандиозно. Словения была, Кипр был. Не, все. Пока все. Пока все, мои друзья. То есть если еще что-то будет, естественно, будет еще одна часть, да? Потому что час все равно уже просидели. Еще раз повторюсь, то есть в самом начале я говорила, что может быть глобального, прям вот на следующий год такие мощные вещи. Год будет очень тяжелый в этом плане, он будет прям жесткий. То есть будут какие-то обострения, прям мощнейшие. Мощнейшее обострение – это одно в мире. Следующее – будет очень много всплывать. То, что было закрыто, то, что нам казалось, это нереально в нашей жизни. То есть и там, это будет это все, что связано с жертвоприношениями, с детьми связано, с убийствами. То есть прям будут огромные такие вещи всплывать, то есть там как группировками, да. Притом все это будет вести на политическую арену, наверх. То есть, и вот эта связь будет более-менее открываться. Но все равно, еще раз повторюсь, не все берите себе в голову, потому что очень много будут искать козла отпущения просто-напросто. То есть вот эти вот вещи будут показывать. То есть будут стараться как бы отвести взгляд. То есть, чтобы вы понимали. Митингов, да, много очень будет. И, опять же, поищу, кое-какие военные действия еще тоже будут. То есть, но кое-какие, это другие страны, я имею в виду, задействованы. Те страны, которые сейчас, они будут продолжать, то есть еще там больше даже будет. Ну, сейчас опять показали трупы, это одно, да, ну и понятно, это будет продолжаться все. Еще это остановить не могут. Какие-то громкие дела, связанные вот опять же со звездами и с убийствами. Все время убийства и какие-то органы. Очень громко будет все. Про Китай я уже говорила, там в конце почти. Все тайм-коды будут потом позже, чтобы вы понимали. Иринка, спасибо, моя хорошая. Тайм-коды будут позже. Спокойно можете потом пересмотреть какие-то вещи. Так, все. На этом все. Когда я немножко отойду, потому что и когда будет опять такое у меня движение. Все, мои дорогие, увидимся с вами теперь в четверг. В четверг расписание выставлено, в четверг будет прогноз на неделю, и в пятницу будут такие, посидим опять. Азербайджан тоже уже был, и Италия была. Все это было. Хорошего всем вечера. Давайте. Держитесь. Готовимся. Россия тоже была, в первой части еще была.